Здрасте, с вами Даня Крастер, и у многих из вас, да почти у всех, скорее всего, была или есть плойка. Вот эта вот мразика. И все знают, как эта сука шумит, как Боинг при взлете. Мы сегодня решили разобраться с этой проблемой, и единственный путь решения этой проблемы таков. Туда-те и дорога. А вот новенький i7 14900 и 4090 Ti. Это, в принципе, все, что мы хотели на сегодня сказать. С вами был Даня Крастер, команда БНБ. Все, покедово. Проблемы, сука, надо эффективно решать, потому что... Ну ладно, она нам еще сегодня понадобится. Мы же тут все-таки решили технической дичи накинуть. Как-никак. С тех пор, как эта приставка была запущена в продажу в 2013 году, она обросла таким количеством мемов, что по ним можно сделать отдельный сезон шоу «Плюс 100-500». А вот и наша сегодняшняя подопытная. Легендарная консоль PS4 Pro. У нее есть куча конкурентов, но она и по сей день лидирует по количеству проданных экземпляров. Сколько ж часов я провел рядом с ней. Кажись, даже больше, чем с женой. Главное, Катьке не говорить. Так она шумит. Это самая плойка. Да, кто-то скажет, поменяй термопасту или пропылесось радиатор, но эта тварина начала шуметь уже через месяц после покупки, и дело тут не только в помойке внутри, но и в помойках внутри отдела оптимизации производителей игр. Как компьютер за 30 тысяч рублей может тянуть современные проекты, когда видяха 3090 Ti уже не топовая, стоит в 2 раза дороже. Я вас спрашиваю, И эта коробка продолжает изо всех сил пердеть и выдавать стабильные, дай бог, 30 фэпсов. Кто-то скажет, купи новую плойку. А нахуй? Ты игры вообще на нее видел? Ну и что мы здесь можем померить? Можем померить сейчас громкость вот этой вот дуры, чтобы понять, сколько она в стоке выдает. Включаем наш децибелометр. Сейчас нам надо провести некоторые тесты. Я на самом деле просто погамать хочу. Как же, с геймпадом удобно в шутаны играть. Со мной еще старый спорил, что пи***ц просто. Геймпад — это имба вообще. Да ты знаешь, как прошки там в него катают, у них сенса там. Вот так вот, да, именно. Ну и что мы? 3,5 метров в секунду замерили ветровой поток, и 70 децибел мы мерили на расстоянии метра. Ну, типа, все как по правильному. И дупло у нее еще и отвернуто в другую сторону. Ну и, собственно, сейчас мы будем пытаться побороть эти результаты, чтобы она была тише, как минимум, и при этом также хорошо отводила тепло. Первый способ — орочий. Перед началом любой орочей поделки нашего испытуемого нужно разобрать, а иногда и разъебать. Но сегодня без этого. Так что пока пацаны очень занимательно раскручивают приставку, давай-ка пробежимся по теории. Глобальная задача любого радиатора — отводить и рассеивать тепло. В нашем случае это тепло нужно отвести от крышки процессора и раскидать его по всей площади радиатора. И чем больше будет эта площадь, тем быстрее тепло будет рассеиваться. Именно поэтому большинство радиаторов выглядят как терка с кучей тонких металлических пластинок. Больше пластинок — больше площадь поверхности. Больше контакта с воздухом — быстрее охлаждение, соответственно. Вот и вся логика. На плойке даже этого будет маловасто. С таким радиком она бы расплавилась минуты через 2. Нужны апгрейды. Но как отводить тепло еще быстрее и при этом не занять радиатором весь корпус плойки? Если ты собирал себе комп или разбирал какую-нибудь не очень древнюю приставку, то наверняка заметил какие-то трубки внутри радика. Да еще и гнутых по-всякому красивому. Не то что разводка сантехники в твоем подъезде. А в ноутбуках радиатор с кулером вообще где-то в стороне от проца. Да и трубка не трубка, а какая-то сопля приплюснутая. Нахер это вообще надо? Что за схемы такие? А тебя это ебать должно. На самом деле это не просто трубки. Это специальные изъебанные тепловые проводники. Внутрь залит хладагент, а поверхность трубки дико пористая изнутри. В общем, жижа внутри испаряется в горячей области трубки у процессора и конденсируется в холодной части, на концах радиатора. И так по кругу. Они помогают хладагенту протекать по трубке, подсасывая его, как фитиль подсасывает бензин в зажигалке. Надеюсь, ты хоть что-то понял, потому что первый радиатор мы попробуем сделать именно по таким технологиям, по аналогии с современным кулером от
ППК. Самый базовый и простой вариант. Первым делом тепло нужно будет снимать с проца. Поэтому откусываем немного меди, которая осталась еще с литья ктулху, и готовим бабышку под дальнейшие интересные манипуляции. А именно попробуем сделать свои тепловые трубки из того, что найдем в мастерской. Быстро, дешево и всрато. Конечно, каких-то невероятных показателей мы не ждем, потому что по-хорошему это все надо считать. Но мы снова рискнем и попробуем на глазок попасть в этот неуловимый баланс энергоэффективности. Понятно, что материала много не должно быть, поэтому по максимуму срезаем все лишнее и готовим место для трубок. Ничего лучше медных тормозных труб у нас не нашлось, так что режем, выкатываем и пробуем запаять их в блок. Может, это и не лучшее решение, но получилось неплохо. Припой затек во все щели, так что трубки должны будут хорошо забирать тепло. В качестве хладагента попробуем использовать ацетон. Ну а чё? Он быстро испаряется уже при комнатной температуре, поэтому покатит. Ну а капилляры заменим на фитиль. Суть та же самая. Нагретый ацетон будет испаряться внизу трубки, а его пары наверху будут впитываться в фитиль и стекать вниз. Будет ли оно на самом деле так? Ай, хер ты узнаешь, потому что это все надо будет герметично закупорить, чтобы ацетон не улетучился еще до включения плойки. Чтобы увеличить площадь поверхности, просто намотаем до хера проволоки поверх. Это вам не красивые ровные ламели, конечно, но исходим из того, что есть. Для лучшего контакта попробовали припаяться к трубкам, но обосрались несколько раз и в итоге забили. Возьмем не качеством контакта, а его количеством. Получилось еще более всрато, как будто так и задумывалось. Ну чё, эксперименты? Что мы включаем? Питалово. Этой дуре, как вы можете заметить, у нас зиккурат уже установлен на камень, промазано термопастой. Не вошло это в видос, но тем не менее можете быть уверены. Ой, у меня кнопочка открылась тут. Ёпты. Завелась, посмотрите-ка. Включаем плоечку, включаем телевизор. Будет она работать? О, смотрите-ка, завелась. Работает, посмотрите-ка. Может быть, получится ее вообще сделать супер пассивно охлаждающейся. Еще и с охуенным дизайном. Может, ей вообще не надо охлаждаться. Может, можно типа так оставить, чтобы процессор в воздух пулял теплом. И все будет ок. Интересно, а как вам метод дуть холодным воздухом прямо на камень? Предварительно охлажденным. Можно же перегретый пар сделать, а переохлажденный воздух? Мы еще снимаем все это на инфракрасную камеру, чтобы посмотреть, сколько у нас там и как идет передача тепла. Такс, погнали. Умри, демон, умри. Блин, ну пока работает все. Бам! На самом деле достаточно интересно. Почему? Я думал, она раньше погибнет. Сколько у нас там градусов-то? Ах ты, сук такая! Вот в чем. Я только пошел проверить. 70 градусов у нас на внешней стороне вот этого вот нашего медного изваяния. 45 показывает типа на пирометр. Значит, внутрянка могла дойти где-то до 90. Сука, а так было близко. Я уже успел обрадоваться. Ну, давайте попробуем его снять и попробовать погреть, посмотреть, как у нас будет распределяться тепло. Итак, я вижу, что это тепленькое снизу. А сверху... Ну, слушай-ка, и сверху тепленькая. Но вот сюда, по-моему, ничего особо не доходит. Мы сейчас будем эту штуку греть и смотреть, как у нас распределяется тепло. Я понимаю, что температура там гораздо ниже, чем мы сейчас пытаемся изобразить. В районе 80 градусов. И, может быть, там в районе сотки на самом процессе. Чего стоит лучше не достигать, потому что он уже начинает чувствовать себя очень плохо. Одну минутку подержим и посмотрим. Такс. Чуть-чуть теплое, а здесь какое горячее. Здесь вообще не вижу, чтобы тепло сюда как-то уходило в бока. Вот это горячее, потому что туда дуло. И это говно не работает. Сука. Было бы странно ожидать, что этот орочий, как его назвать, око Саурона зиккуратоподобный, короче, будет работать. Не зря все-таки радиаторы считают по очень хитрому. Даже вот этот небольшой, ну, с обдувом, конечно, с огромной турбиной справляется лучше. Так он, наверное, еще лучше бы справлялся. Возможно, в этом была причина. Но мы сегодня не чиним оригинальное, а придумываем оригинальные способы решения. Переходим к следующему. Вариант решения проблемы номер 2.
В этом способе мы применим старую добрую забытую технологию охлаждения автомобилей. Почему забытую, сука, не спрашивайте, понятия не имею. Это радиатор от 8, через который мы будем прогонять водичку, которая находится вот в этом баке. Установим мы все это дело в холодильник, и это вариант решения для тех, у кого есть радиатор от 8 и холодильник. Еще моторчик не забудьте туда вкрыть, чтобы он все это говно прокачивал. В принципе, вот и все. Вы можете выкинуть все ненужные продукты из холодильника, потому что питаться плоечники должны исключительно доставкой пиццы. И мы готовы все это дело инкрустировать внутрь, так сказать. Засовываем радиатор. Он там будет прекрасным образом себя чувствовать. Как же нам добиться большей циркуляции воздуха? Правильно. Мы берем вентилятор. Вот еще что вам понадобится, я совсем забыл. Вот так это дерьмо и будет работать. А будет ли работать, мы сейчас посмотрим. Чтобы все снять, пришлось опять поднимать, ковыряться. Короче, она нам здесь не нужна. И весь понт вот этих вот наших приготовлений в том, что мы можем расположить все вот эти трубки в другой комнате. То есть увести шум от вот этого вот предприятия, чтобы мы могли спокойно играть и не слышать звук взлета самолета. Тем не менее, у нас есть тут 2 термометра. Один смотрит, сколько у нас температура в самом нашем холодильном пространстве. Второй термометр у нас показывает, сколько в контуре охлаждения на выходе после процессора. Процессором-то, сука, назвать сложно. В телефонах сейчас помощнее ставят. Вообще, видели всю эту плату, сука? Я не удивляюсь, что мобильный гейминг... Где большие чипы, сука, размером с ламповый аппарат, которые гарантируют мощность? Где все это? Не вижу. Нету. Как вы могли заметить, самый интереснейший вот этот вот элемент у нас будет, собственно, отбирать тепло. Он алюминиевый и уже такой холодненький. Мы его сейчас будем подключать к камню. Для этого нам потребуется чуть-чуть это все дело своими щупальцами поковырять. Я тут в отпуск на Аляску решил сгонять. Ну, так чисто. Лосей попугать, клещей покормить. Хорошо. Сука, палево. Ну, я уже уехал, я уже не там. Ну что, момент истины. Подключаем и HDMI, подключаем Питалово. Будем надеяться, что сейчас не взорвется оно сразу все. И нажимаем кнопочку. О, елка заработала. Наконец-то. Сейчас я невидимым пультом ткну в HDMI. Что покажет? Ёптель-моптель, работает! Вы посмотрите. 14 градусов. А что? Водоблок из холодильника заказывали? Ха-ха! Мы все сегодня будем на Думе проверять. Вообще в идеале на RDR 2 каком-нибудь, потому что у меня плойка просто как взлетает. 14 градусов тем временем так и держится. А что это у нас? Холодильник на 400 ватт, насос на 100 и вентилятор на 300. Почти киловатт охлаждения, сука, спасают. Она не вырубилась, как в варианте типа с первым самодельным орочим радиатором. 14,1 градус, 14,2. На 0,2 градуса у нас поднялось, с учетом того, что полградуса это точность этого прибора. Ну что, погнали. Ну что у нас там? 0,3 градуса. Вообще температура не меняется. То есть обычно 85 нормальная температура, вплоть до 90 там с копейками. Ну а здесь мы что, можем бегать и заниматься. Убери свои робоклешни. Я, кстати, в Doom в этот вообще не играл. Я запустил VR, блеванул, короче, от телепортов. Мне просто плохо стало во всех смыслах. Вообще удобно так играть через плечо, смотри. Еще 0,1 градуса нам добавило, 14,5 градусов. Ну, короче, вообще все работает как часы. Ну, пока полет более чем нормальный. То есть абсолютно рабочий вариант протянуть все это говно в холодильник. Можете вообще в ванну это все окунуть на самом деле. Часов на 5 хватит, пока вода нагреется, стопудово. Единственное, что тут издает звук, и тот без корпуса, это жесткий диск. Я даже не знаю, как здесь мерить вообще громкость. Сейчас посмотрим минимальное, сколько он выдаст.
Ну, 45 децибел он, короче, показывает, и то это при условии, что вот здесь вот вся эта херня бурчит, мурчит. При том, что 45 децибел — это типа тихий уровень шума тихого разговора. 35 децибел — это уже тиканье настенных часов. Сука, я их ненавижу. Кто до сих пор спит с настенными часами, которые типа цк, 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 отмеряют каждую секунду уходящую твоей жизни. Это просто пиздец. У нас удалось снизить на 25 децибел. Я считаю, что это победа. Ветрового потока здесь вообще никакого нету. Ура! Удача! Работает. Переходим к следующему методу. Судя по эффективности прошлого эксперимента, мы решили выжать из водянки вообще все. Поэтому ставим на плойку лухари водоблок от ПК и собираем ее в корпус, как будто ничего и не произошло. И прошлый вариант охлаждения воды мы тоже прокачаем. Возьмем самый холодный холодильник из всех, что у нас были. Да, сученька, это будет кондиционер. Работает он по принципу теплового насоса. За счет цикличного испарения и конденсации фреон забирает тепло из одного места и переносит его в другое. Не все кондиционеры могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, но суть процесса не меняется. Нам надо только охлаждать, а этот динозавр с этим хорошо справлялся. Будем использовать холодный радиатор Кондея, он же испаритель, для охлаждения водички в нашей улучшенной системе водяного охлаждения плойки. А для этого нужно всего лишь собрать небольшой термоаквариум, чтобы закинуть туда радиатор, и можно запускать. Вот это дерьмо уже похоже на эффективное решение наших проблем. По сути, это промышленный чиллер, только собранный из говна и палок и всего, что подвернулось под руку. Мы выпотрошили старый кондиционер и вывернули его таким образом, чтобы он охлаждал воду, которая будет херачить по вот этим вот магистралям и попадать в настоящий компьютерный водоблок, который будет эффективно, сука, охлаждать нашу плойку. Вы можете разместить его на стене дома, то есть снаружи, как внешнюю часть кондиционера обычно размещают. И у вас не будет шума в квартире вообще никакого. Давайте посмотрим, что у нас внутри. А у нас тут бульон от красного дошика. Как вы можете заметить, трубки уже покрываются инеем. Это значит, что температуру можно догнать до минус каких-то 10 градусов, чтобы у вас был охуительный запас по мощности нагревания, охлаждения. Мы это все дело закрываем, и я хочу, чтобы вы полюбовались вот этим вот техническим творчеством. Единственное изменение, которое у нас пришлись в плоечке, это вот этот моноблок, который сюда встал как родной. Кстати, вы можете поставить себе такой же, он стоит всего 2000 рублей от какой-то старой видеокарты. Я удивляюсь, почему в магазинах сразу таких предложений нет. Ну, типа, корпус от кондиционера, плойка с моноблоком, охуенно же. И вы зацените, насколько филигранно и красиво здесь все обратно собирается, и как у нас выглядит готовое устройство. Две аккуратных дырочки. Сейчас мы туда поставим вот эти трубки наши. Чпоньк. И вторую. Чпоньк. Ну что, систему подачи антифриза по нем запускать. Подключалово. В руках у меня вилка. Включаем плойку. Электричество не дали. А так? О! Заработало! Смотрите-ка. Вообще беззвучно, сука, абсолютно. Кто-то журчит, там жесткий диск. Вообще никакого звука. Сзади только эта мразь орет. Инпут. Инпут у него HDMI. HDMI у нас... А что за хуй? Не шумит, потому что не работает. Сигнал слабый или отсутствует. Сука, как у меня с интеллектом прям. Ну что, блядь, такое-то? Шланги холодные. У нас на индикаторе минус 0,4 градуса. Будем сегодня работать. О, смотрите-ка, заработало. И температура у нас тем временем минус 3,5, сука, градусов. На самом деле достаточно много. И из-за этого может конденсат вот здесь образовываться, что не очень хорошо будет сказываться на ее
работе. Вообще у нас там стоит автоматика, специальная термопара, которая регулирует типа включение и выключение компрессора. И ее даже можно настраивать. Короче, отличная штука получилась, я считаю. Я даже не вижу смысла что-то замерять здесь шумомером. Будем считать, что те же самые там 40 дБ мы сохраняем. Ну ладно, хуй с ним. Для чистоты эксперимента чисто. Короче, те же самые 45-46 дБ, что я считаю вообще никакой не шум. Результат отличный. Температура тем временем минус 2 градуса, примерно столько же, сколько и на улице. Много врагов, какие-то частицы тут полетели. Ты пошел на милиудар. Что это за говно? Не работает, ладно. А как? О. Ну, пизду. Подамся в стримеры. Буду дома сидеть, в компьютерные игры играть, а ставочники мне будут деньги платить. Вот это кайф. Короче говоря, все работает. Именно таким образом поступает инженер, когда его за***ет какая-то шумящая железка. А с вами был Даня Крастер и команда БНБ. Все, всем до скорого. Что здесь делать надо? Что-то надо нажать. Ты еще тут, видос кончился. Дай поиграть, голова ламповая.